Добрый вечер, дорогие друзья. Решил записать вам сегодня новый выпуск по видосу, по тематике Патриот УАЗ. Очень приятно, конечно, что нашло первое видео, как бы это так, все это, сразу попросили, всем привет передаю. Вот по поводу, была просьба у ребят, то что дополнительно записать, вот, поподробнее что-то рассказать там. Вот руль скрипит, ёпта. Руль скрипит. Броневой уже я рассказывал, то что это. Сейчас столкнулся, почему решил записать еще видос. Вот, потому что столкнулся с такой темой, специально вот сейчас свет включил, чтобы получше было видно, потому что еду ночью, записываю видос ночью. Вот. Столкнулся с такой темой, что подключил я себе же вспышки ФСО, как они ФСО называются, вспышки, под решетку радиатора поставил тоже, с дальнего. Я их одновременно подключил с дальним. Вот, и моргает, получается. Дальний включаю, вот этот значок голубой, он не горит, получается, и все. Электрика, соответственно, уже просит дополнительной помощи. Вот. Дополнительной помощи, плюс начали какие-то щелчки в релюхах, где реле переключения, то есть, стеклоподъемники. Вот, я не знаю, друг говорит, что это ненормально, то есть реле не должно так щелкать. Вот. Что еще? Расход снизился, потому что лето, прогрева нету толком, Вот. Получается, вот я заправился на штуку, я заправился, пробег 70 километров, это сколько я уже, получается, суточный пробег он тут называется, я его сбросил, запас хода 204 километра показывает. По факту это будет намного меньше, конечно, вот, исходя из того, что, штука получается где-то полбака в среднем тут, вот, и примерно тут, если получается я проехал, 70 километров это одно деление, тут их всего сколько, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 делений. Вот, проехал 70 километров, одно деление сняли, получается. Снял УАЗик, у меня одно деление. Вот, осталось еще парочку делений. Три деления. Парочку это 3 деления называется. Вот. Соответственно, имеем, что мы имеем. 70 километров это 250 рублей. 250 рублей. То есть 4 было деления. 250 рублей нам хватает проехать 70 километров. А 250 рублей, бенз у нас по 40, 43-44 получается. Сколько это получается у нас? 50. 4, 5 литров. 5. Ладно, хер с ним. 5, 6 литров на 70 километров получается. Это такой очень грубый расчет, конечно. Очень грубый, конкретно грубый вообще. Это так, я без калькулятора, но вскидку просто кинул. Если по 43 рубля получается, 250 разделить на 43, это получается даже 5, около 6 литров получается. На 70 километров. Что нихера себе, 6 литров на 70 километров. Что, получается 12 литров на 40 дней не может. Но там еще вот в чем я понял фишка. Фишка в том, что я по трассе ехал. Самый прикол в том, что я ехал по трассе. То есть 90 километров. Круиз-контроль, есть круиз-контроль. Кстати, очень удобная штука. На автомате дал, выставил. И сидишь, по навигации щелкаешь, это, плюс-минус там. Скорость как, плюс, минус, там ограничение раскинул, и он сам, подстраивается, сам скорость сбавляет. Но все равно, я сильно не доверяю этой тематике. Почему? Потому что я еще смотрю на спидометр, потому что показывает он 75, если ты с горы едешь, получается, и он начинает уже,
на спидометре 80, а круиз-контроль показывает 75. Соответственно, вот эти моменты, как бы, ну, лишний раз не хочется на штрафы попадать. Вот. Жарище ужасное просто. В Уфе под полтос, около, ну, градусов там. В машине показывают. Ну, соответственно, тут мне что, ну, непонятно, у меня приора была, там, ну, температуру адекватно показывала машина. Здесь же нет, здесь я не понимаю, то ли это, ну, то есть накал железа, накал двигателя, температура в машине, я не знаю, какую температуру показывает, но по факту, допустим, там, ну, сегодня где-то 37-38, где-то около того. Вот жесткая подвеска, жесточайшая, просто она молотит вот так вот аж весь. Хорошо за руль держишься, как бы этот, нормально, поддержку дает. Ну, я не знаю, что-то с ходовкой что-то сделать, потому что ходовка нереально жесткая она. Она, когда только он новый был совсем, вот сейчас уже получается на спидометре, одометре, шмамометре, я не знаю, как эта херня называется, 8000 показывает. Но он уже подразъездился, он где-то, ну, на двушке уже помягче стал. Посмотрел я, кстати, обзор, как эта херня залетела. Иди отсюда, блядь, на лампочку, все кошмар, иди нахер отсюда. Иди отсюда. Включил, окна открыл, все, залетела какая-то мразь. Сучка. Я не пойму, вообще я не пойму. А, кстати, что-то хотел я вас спросить. Вот, по комментариям тоже. Бля, моль поналетала сразу же, блин. Душновато. На кондер, конечно, кондер я днем в любом случае включаю. На авторежиме он вываливает, как бы нормально тянет. В этом претензий нету. Прохладно. Но бензин, соответственно, тоже улетает. А там один читатель, я не знаю, случайный зритель какой-то писал, что ты типа там жалуешься. Да никто не жалуется. Я делюсь своим мнением, своими впечатлениями. Типа вот у меня там крузак, там я, короче, там купил и ничего, короче, нормально езжу. Ну, понятное дело, что ты нормально купил и нормально ездишь. Но это тоже, как бы, извините, не крузак. И, как бы, соответственно, как бы, наши гении могли бы, как бы, что-то придумать с этим. Тут и лошадей не столько, как в крузаке. Вот. И уровень не крузака совсем там. Не крузак, прадик. Вот. Газ надо ставить однозначно. На газ. Установка по газу. Тут, короче, что-то узнал около полтоса. Короче, это 2 тороидальных баллона ставятся. Смотрел, короче, они либо ставятся ну, под дно получается, либо, ну, в салон. Вот. Ну, я считаю, что под дно это будет более безопаснее. Как бы, ну, таковой опасности я не вижу, как бы, ну, в плане того, что, ну, как бы там все говорят, там, боятся, там, что взрывается, там, или еще что-то, короче. Вот. Такой прямой, как бы, опасности я вообще реально не вижу. Почему? Потому что я смотрел обзоры, как тестируют эти баллоны. Вот, как тестируют баллоны вот эти газовые, то есть, ну, на прочность там, ну, их там раз в 3 года просматриваются, там, этот, ну, на соответствие. Вот, там, если микротрещина, там баллоны реально опасные, которые там по 8 лет, им там по 9, там микротрещина, там, соответственно, может, да. Плюс еще тому, что если газовое оборудование ставишь, фишка в том, что там же тоже есть давление, недавление, плюс в этих, ну, тороидальных, вот, допустим, да в любом баллоне, там, если давление увеличивается, там просто клапан спускной, он просто, ну, выходит наружу и все. Так, такого взрыва нету. Соответственно, как бы, бензин тоже воспламеняется легко, поэтому ничего такого опасного я не вижу в этом. Вот, и считаю, ну, это нормальная экономия. Экономия получается на газу, на пропане в 2 раза просто. Расход такой же конский. Его никто не отменял, конский расход. Вот, но цена пропана в 2 раза дешевле получается. Вот, почему не метан? Метан, там баллоны, давление выше, соответственно, заправка, как бы, ну, по России, ну, пропановых заправок около 6000. Вот. Метановых 250. Ну, соответственно, то есть, чтобы заправиться метаном, это надо искать места, что, как, где. Вот. Ну, проблематично будет.
Вот. Плюс разница в том, что пропан ты ставишь, выводит, ну, где, ну, лючок бензобака, туда сразу подъезжаешь, как бы заправляешь нормально. А метан под капот, это постоянно геморройно, я считаю, постоянно капот открывай, туда ходи, что-то шамань. Вот. Плюс еще оборудование, то есть эти тороидальные, допустим, на пропан там 2 баллона, сколько, по 50 литров, по-моему, они, вот, если я не ошибаюсь. Вот, или 47, или 45, около того. Вот, в общей сложности там 90 литров получается. Ну, соответственно, вот здесь свой бак. Раньше как на УАЗиках же были, ну, 2 бака, получается, там слева и справа. Сейчас вроде, ну, объединили. Ну, я, насколько мне известно, я смотрел. Вот, здесь сейчас бак то ли 58 литров, по-моему, 58. 58 литров. Да, кстати, когда я покупал УАЗик, я спросил, сколько литров. Мне ответили, сказали 48. Вот. Я вот почему и путаюсь до сих пор. Почему, допустим, то ли 58, то ли 68. Надо посмотреть, уточнить. Потому что я приехал, мне как сказали, я заправился, а мне еще 10 литров, ну, не хватало, чтобы полный бак был. Вот. Ну, соответственно, в таком формате, то есть, ну, не знаю, магнитолу мне поставили блокировку. После того, как, короче, вначале же мне одобрили, ну, у дилера, то есть, мне замену магнитолы, то есть, потому что задний ход не показывают. До сих пор эта проблема, ну, не исчезла, то есть, у меня парктроник спереди также не показывает, то есть, расстояние. Раньше у меня показывал, все нормально. Вот, перепрошили магнитолу, сзади камера показывает, сколько там чего. Вот, включаю, то есть, а передние парктроники не показывают. Раньше показывал прям сколько сантиметров там получается, это, там, до преграды, там, или чего там, до бордюра, там, ну вот. Сейчас такого нету. Вот. И поставили плюс еще пароль. Я звонил, обращался, говорю, скажите мне пароль. Раньше пароля не было, то есть через внутренние настройки посмотрел обзорчики там на ютубе. Вот, что, как там, там все там пароли. Они подошли нормально, там, кстати, мультимедийку, если дилер не поставит, то есть свой пароль еще принудительный, вот, все, стандартные пароли подходят и все устанавливается. У меня там устанавливал Google Chrome, и видосы я смотрел с ютуба, там все заходит, и в контакт заходил. Все это и все есть. Вот. Разница в том, что сейчас вот мне перепрошили магнитол, вначале одобрили, а потом вот мы прошьем. Вначале я им, когда мозги начал шатать, я им ходил, говорил, у нас нет ни оборудования, там, ни того, ни сего, получается, шнуры как придут, мы вам перепрошьем. Потом, как разговор зашел до того, что магнитолу поменять, потом, типа, им, короче, завод сказали, там, не знаю, свои какие-то указания у них. Сказали, вот, вначале перепрошейте, потом, если не поможет, тогда магнитолу поменять. Типа, магнитола стоит там 37 или 40 тысяч, там, хотя на самом деле в ней, таких денег как бы особо я не вижу, чтобы она могла столько стоить. Соответственно, цена и завышена. Вот. И, получается, взяли мне, перепрошили. Я им звоню, я говорю, скажите пароль. Не, мы не знаем, вот мы обратились. А пароль такой, что, получается, я не могу в системные настройки залезть магнитолы и скачать, то есть, дополнительно что-то, там разрешение нужно с неизвестных источников устанавливать, то есть, APK файл устанавливаешь, вот, и он спокойно, как любой Android, скачивает, нормально устанавливаешь, и любое приложение работает, вот, было удобно. Сейчас у меня максимум, что и музыку я могу послушать, либо по Bluetooth передать, получается, программу на телефоне качаю, и передаю по Bluetooth, либо... только по Bluetooth. Просто у меня 2 программы. Одна есть Radio Music, она сразу, получается, по Bluetooth напрямую передает. Вторая программа у меня тоже по Bluetooth, но только, VK Coffee называется. Кстати, кто не знает, качайте спокойно, забивайте в поисковике VK Coffee, авторизируйтесь там, вот, это не реклама, ничего, это лично мое мнение, как бы уже полетели сопли счастья. Вот, реально тема нормальная, просто у меня, я всю свою музыку я добавляю в контакт плейлист. Вот, и оттуда потом захожу, и у меня, через VK Music слушаю, как бы. Я музыку ВКонтакте вообще не слушаю, через компьютер там не сижу, чисто через телефон. Так, любая музыка, как бы, такая, лайфхак. Подборки там все делаю, и, как бы, захожу через VK Coffee, по Bluetooth передал, и подряд без рекламы, без ничего, нормально слушаю. Вот, не часто слушаю, поэтому, как бы, оно есть. Но это мне подсказали, когда я на Приору устанавливал звук. Вот, пацаны там, автозвуком кто занимается. Вот, они мне установили, получается. Подсказали, пока устанавливали. Я подслушал, как бы, и использую сейчас. Вот. Что еще?
лампочки диодные. Ну, я же говорил в том обзоре предыдущем, который рассказывал про отзыв. Получается, ну, это по просьбе, не помню, Николай, по-моему, зовут. Мой зритель, подписчик, я не знаю. Вот, попросил дополнительно, что. Просто первое видео это просто накипело, бомбануло. А сейчас как бы, ну, решил немного, сейчас вот время появилось, сейчас уже, в принципе, домой подъехал. Вот, ну, подрассказать. Еще плюс, получается, в чем фишка. Ну, сейчас спокойнее, как бы, я могу рассказывать, время не ограничивает. Вот. И еще, получается, недочет, я же оптику диодную поставил. Вот, ну, лампы заменил спереди, сзади, получается. Ну, спереди ближний, дальний. Вот. И сзади, получается, подсветка номерного знака на диодные лампочки. И вот сейчас тоже, как бы, ну, я просто давал человеку, человек ехал, я сзади ехал, смотрел просто, ну, как и со стороны смотрится, визуально шикарно все. Вот, и получается, не знаю, что за коротыш, не коротыш, я не электрик просто, вот, и сзади, получается, обычная диодная лампочка, которая, ну, белым там, как бы, светит там, вот, она начала, как бы, моргать, я не знаю, из-за чего, может, контакт, не контакт, отошел, я не знаю, кстати, я заменил сразу же эти вот плафончики небольшие под номерной знак, потому что мне сказали в магазине, лучше сразу поменяй, и действительно это так, потому что я когда вытаскивал, менял, эти сами клеммы, они были полностью окислены, хотя машина новая, ну ладно, не в этом суть. Еще плюс, мне, ну, в автосалоне, то есть установили. То есть, ну, как установили, как бы я выторговал, ну, по кузову. Там у меня есть видосы, как там короткий. Оно называется тоже ролик, это короткий, там 2,5 минуты идет. Вот, установка диодных ламп, там, ну, то, что я показывал, как она моргает, там, как ну, яркость. Вот. По кругу идут эти, получается, ну, трубы, защита, получается, порогов, переднего бампера, ну, обычно хромированные трубы. Вот они, кстати, тоже начали, я не знаю, хоть я вот сколько говорю, они мне говорят, что мы там антигравием там сделали, там антиржавчина, там чуть ли вообще не волшебством там покрыли. Вот. Смотрю, просто на мойке тоже заезжали, поднимали, когда резину менял, ну, эти уже, получается, крепления уже заржавели. Я не знаю, что с ними делать. Вот, ну, заржавели. Ладно, хер с ним. Ну, хотелось бы, конечно, когда машину покупаешь, ржавчину вообще не хотелось бы наблюдать минимум года 3-4. Как бы. Вот, и поэтому вот такие нюансы, моменты. Вот, ну, плюс еще я поменял, я говорил, полностью бесшумные замки. Вот они вот так вот закрываются, открываются. Вот. Ну, потише. Еще заметил, вот эта вот сама ручка, которая вот здесь, вот звук. Она вся хрустит. И она... Вот. Такое, я не знаю, поэтому машину надо полностью шумить. Такое. Садишься, и ты понимаешь, когда вот ты только сел, начинаешь тянуть, и она хрустит, и ты понимаешь, что ты в УАЗике. Машина визуально, вот тонкости в мелочах просто, вот визуально составляющая, машина шикарная просто. Мне очень нравится все ништяк, все отлично. Даже диски замутили, вот получается этот 18-й там. Ну, кстати, они очень похожи на диски, я увидел, не помню, то ли штатный на Rolls-Royce Cullinan. Вот. Похоже очень реально, я не знаю, я просто не монтажер, я не могу это все вставить, показать там, я могу рассказать, вот, хорошо, как бы, а посмотреть можете сами, вот, и, соответственно, вот, машина, вот мелочи, вот, ну, то есть, ну, в мелочах все складывается из мелочей, как бы, вот такие вот мелочи, я не знаю, что это или ручку менять надо, или герленить, или шумоизоляцию какую-то, вот. Бесшумные замки поставил, стали, ну, двери намного легче закрываться и приятнее звук, потому что дзыньканье такое было, ну, противное, конечно. Вот, заднюю дверь я не поменял, сразу она не захлопывается, я не знаю, как правильно, я говорю, не захлопывается. Вот, она с первого раза не закрывается, ее просто надо нормально, как ухерачить просто, чтобы она нормально прихлопнулась. Вот, ну, там, потому что я покупал комплектами, в комплекте по 2 замка этих бесшумных. Они, кстати, подходят от ВАЗ-2109 или 08. Я не помню разницу. Если разницы нет, ну, можете посмотреть. Девятки, они, короче, вот розовенькие упаковки такие они. Вот, называется, в багажнике лежат, не буду доставать, показывать.
Вот, розовенький, кстати. Ну, нормально, меняется все. Ну, дополнительно, конечно, мне пришлось купить отбойную отвертку, потому что на 4, у меня первая машина 14 была. Вот, на 4 я сам менял, брал эту отвертку. Вот, здесь мне пришлось ее купить, просто чтобы выдолбить эти болты. Вот, и плюс еще, кстати, если будете менять, возьмите эти, сами, получается, вот эти болты, которые крепления. Нет, не болты крепления, сейчас покажу. Видно, не видно? Наверное, блин, не видно. И вспышки нет. Ладно. Короче, вот этот сам болт, получается, вот этот болт, который вкручивается в саму, получается, в сам кузов, вот здесь вот с этой стороны, вот дверь открыл, получается. Вот. Его тоже нужно будет выкрутить и поставить там, короче, то ли полиуретановая какая-то, короче, на самом болту, короче, то ли полиуретановая какая-то накладка, то есть, когда замок защелкивается, еще тише становится. Вот их я тоже заменил, тоже они там стоят, не помню, порядка, по-моему, рублей 80 за штуку. Ну, тоже, помню, такая сомнительная цена, конечно, завышена. Вот. За 4. Я не помню. Блин. Или 4 штуки я купил за 100. Что-то около того, не помню, конечно. Вот, кстати, вот эта вот штука очень удобна. Вот это вот. Когда садишься, вот хватаешься постоянно. Как бы, когда ты едешь, за эту штуку, ну, держаться, как бы, ну, смысла нету. Как бы, я никогда не держусь. Но когда ты садишься, я уже настолько просто привык к этой штуке. Просто подходишь, раз, открыл такой, чук, залез, захватил. Вот. И в любых машинах теперь я просто постоянно ищу эту ручку. Постоянно мне хочется ее, как бы, взять. Она реально удобна. Вот, неважно, кроссовер это там, легковушка там, или еще что-нибудь там, везде не хватает мне вот этой ручки. Она реально, вот эта штука очень удобная. Вот, ну реально очень удобная штука. Удобно, помогает, держит. Вот, что еще могу рассказать? Так, в принципе, пока... вот еще херня. Так, видно, не видно? Видно. Вот. Сейчас, тут как раз свет есть. Покажу. Вот. Вот. Вот это что такое? У вас это что такое? Вот это зеркало в предпоследней комплектации. И оно как-то непонятно тарахтит, не тарахтит. Вот, ну, такое, блин, это, ну, я считаю, вот это вот можно было сделать. Это что такое вот это вот? Вот это. Это когда моросня уже какая-то вот непонятная, причем никому, ни мне, ни ВАЗу, видимо, тоже. Ну вот с таких мелочей, как бы там, в принципе, все нормально, все вот эргономически, там, как бы, ну, вопросов нет, удобно, визуально, как бы, очень, ну, машина очень красиво смотрится, очень замечает много людей на улице, где бы ни стоял, постоянно тоже, короче, вот как бы не хаяли УАЗик, а внимание вот реально в черном цвете, ну, как бы очень сильно привлекает, сколько даже, допустим, там на дороге уступают часто. Вот, плюс, когда, ну, стоишь в машине, допустим, там, подъехал к магазину, тоже, там, раз, подхожу, там, продукты загрузить, такое, вот, проходят мужики, тоже говорят, вот эта мне машина очень сильно нравится, и, кстати, не все сразу, как бы, определяют, что это, как бы, УАЗик наш, русский УАЗик, вот, как бы, просто говорят, машина, там, вот, потому что, ну, единственное, что его, как выдает, ну, это кто, конечно, понимает, он сразу узнает, что это Патриот. Вот, сзади, вот, на колесе, ну, на запаске, там, Патриот написано. Спереди они сделали решетку черную. Сам значок черный очень круто, кстати, смотрится. За это реальный респект. Ну, красиво, стильно, как бы. Вот. Такое, в принципе, ну, как бы по мелочам пока... Рассказываю в лайв режиме, то есть, что поломало, сразу раз видос запилил, рассказал, блин. Вот, ну, конечно же, вот у отца Kia Sportage пробег там около 40 тысяч, никаких проблем, вообще, блин. Ну, я знал, конечно, что это наш русский автопром, вот. Ну, соответственно, ну, тоже, как бы, если так посудить, за лям 300 взял, ну, что, это... Toyota какая-то, 100 тысяч пробега, какие-то кроссоверы, какие-то паркетники, они же и кроссоверы. Вот. Такого формата машину не взять. Как бы. Ну, визуально она очень брутально, круто смотрится, да. Вот. Ну, я скажу, кстати, вот что хотел сказать. Записывал видео, обязательно нужно рассказать, в чем прикол. Прикол в том, что зимой, когда ты едешь, фишка в том, что я зимой вот на нем ни разу не застрял. Один раз пробуксовал на полном приводе, понижайку включил, сразу он поехал, как вообще, как не чувствовал.
И фишка в том, что где в любых вот таких вот, ну, населениях, там, ну, где там часто не чистят, а, ну, часто ездят, как бы. И получается, кроссоверы едят, ну, ездят постоянно туда-обратно, и они, у них что, у них просвет 180 миллиметров, а здесь 210, вот. По-моему, 210, у Хайлюкса, Тойоты 225, вот. И получается, что вот эти 180 миллиметров паркетники все сверху срезают, брюхом ездят, вот, а на Патрике просто едешь и как бы до твоего клиренса еще далеко, вот, поэтому нигде таких моментов не бывает, как бы, что ты конкретно ехал где-то там днищем тер, как бы, вот, ну, просвета даже изначально очень, ну, хватает нормально, вот, плюс еще к тому ко всему разница, что-то хотел сказать и забыл. Вот. Просвета хватает, короче, все нормально, все ништяк. Ну, по ходовым качествам тут вопросов вообще никаких нету. Это машина, как русский Range Rover, сделана для бездорожья, чтобы гонять бездорожье, катать бездорожье. Вот, в принципе, эмоции есть, эмоции дает, ну, в принципе, нормально. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы вот эти все нюансы, все скрипы, поскрипывания, как бы, учлись, сделались, как бы, это, я не думаю, что это таких колоссальных вложений требует, как бы, ну, почему, как бы, когда человек покупает там машину за лям 300, да неважно, за лям 300, за 400, за 800, за 600, вот, за 400, конечно, я не знаю, что сейчас можно купить новое, вот, и, как бы, хотелось бы, чтобы это не скрипело, как минимум, потому что, ну, новая машина, она есть новая, хочется, как бы, тоже ездить, получать удовольствие, и дальше, что еще дальше, в принципе, кстати, сегодня ехал, ну, племянника в аэропорт отвозил, ну, музыку слушал, на обратном пути ехал, ну, почему я говорю, кайф такой, просто вот, ну, круиз-контроль включил и едешь потихонечку, там, 90 километров, тянет, кстати, в гору круиз-контроль сам тоже, ну, тянет машину, проблем никаких нету, вот, ну, сам, соответственно, тягу регулирует, и, ну, колонка в правой двери, не знаю, что-то подпискивать начала, какой-то непонятный звук. Вот, это претензия по аудио. Потому что, ну, как бы, я все настройки выверил. Просто чуть не оглох, конечно. Вот, чтобы настроить нормально, чтобы он играл громко. Ну, более-менее чисто. Штатка, конечно, это не альтернативная аудиосистема. Но, тем не менее, тоже, как бы, с нее хочется, как бы, тоже, чтобы она играла не просто бук-бук, там, ну, как бы, хрипела там что-то как-то. Если ты выкрутил там шайбу эту вовсю, там, как это говорится, я не помню. Позабывал, просто как бы тоже не каждый день вещаю на камеру. Вот, в шишку дал, как-то так звучит, наболтал эту шишку. Вот, и как бы, ну, чтобы он как минимум не хрипел, не то, что там качественная игра, как минимум не хрипел. Вот. Такое, ну, единственное, по коробке, кстати, вот, ну, коробка, говорят, что она там давно, там уже все сделано, на холодную, когда ты стоишь, ну, и бывает, ну, на холодную я замечаю, просто это самое первое такое, когда, как на холодную, летом холодной не бывает, в принципе, когда вот ты еще не поехал, тоже только, ну, как бы, я завожу, показываю там 1.200, ну, где-то 1.200 оборотов, вот, пока до 900-800 не упадет, ну, это где-то буквально там минуты 2 максимум она стоит, ну, тем более сейчас жара такая, вот, падает, и я начинаю, допустим, ну, возле дома, ну, назад включаю передачу, и такой толчок, не помню, тук, такой звук такой, вот, и переключения какие-то щелчки непонятные, конечно, как бы, таких я нигде не слышал, то все переключение ты здесь ощущаешь на своей жопе просто, вот, поэтому как-то так, ребят, вот. Если что-то, как бы, вот я думал просто, как бы, ну, у вас если есть какие-то мысли вообще, ну, пишите в комментариях, допустим. Вот я просто постоянно голову ломал, чтобы взять такое, допустим, какую машину, за, ну, в пределах лям 300, чтобы это был полный привод, чтобы это был джип. Соответственно, ну, конечно же, это не какой-то там GMC 5-литровый, там, как бы, потому что, как бы, хотелось бы, чтобы и расход адекватный был, потому что у меня машина на каждый день, я сам на ней каждый день езжу, вот, соответственно, это не по катушке, это не просто так в лес там выехать куда-то. Это постоянно каждый день. Да, я понимаю, что я сам буду ездить на ней. Вот. Но, тем не менее, мне хотелось, ну, он дает эти эмоции, эти ощущения. Ну вот, ну, то, что ты едешь на большой машине, ну, все равно какой-никакой респект тебе люди дают. Вот. Участники движения. Плюс, ну,
Ну, какие вообще варианты, допустим, ну, чтобы такая, ну, высота была подвески, то есть, если кто-то, ну, как бы, какие-то варианты, допустим, поджерики, не поджерики, допустим, я смотрел до 3 лет, чтобы там пробег был до 100 тысяч, я не знаю, я так вот смотрел, что-то как-то, не знаю, какую-то ушатанную Тойоту брать там, не знаю, потом, потому что у меня друг брал тоже там, ну, поддержанную там Мицубу, попал на топливный фильтр там, что-то, короче, ну, дизельный был, 100 денег. Ну, извините, тоже, как бы, ты берешь машину, как бы, там, больше мульта, там, как-то не хочется потом еще на старте как-то еще 100 докидывать просто на топливный фильтр, это не очень приятно. Как бы, здесь ездишь, ты знаешь, как бы, ну, в течение 3 лет ты можешь поехать, голову сломать, как бы, ну, не сломать, шатнуть, шатнуть, вот, чтобы тебе сделали, вернули, там, по гарантии, не гарантии, конечно, это все очень долго, муторно, но, тем не менее, ты, как бы, можешь обратиться по этому вопросу. И я не знал, я просто как бы, ну, там нашел такой выход. Потому что мне в любом случае нужен был внедорожник, в любом случае большой клиренс, дорожный просвет он же. Вот. Ну, автомат, соответственно, хотелось бы. Вот. Механику не рассматривал, потому что в пробках это, ну, проблематично. Вот. Если какие-то, ну, вот, я просто, ну, можете сказать свое мнение, как бы, в комментариях, там, написать под видео, что там, как вообще, вот, что можно было бы, или у кого-то уже есть машина, допустим, там, и какие вообще, там, нарекания, допустим, или, допустим, совет какой-то. Просто следующую машину я тоже буду, ну, в скором времени, и его буду менять, соответственно. Этот я вначале тоже, ну, годика 3, наверное, поезжу, вот, ну, в планах у меня, конечно, сделать шумоизоляцию, вот, плюс шумоизоляцию, ну, шумовиброизоляцию, поменять звук, ну, аудиосистему полностью. Ну, соответственно, я вам все это буду снимать, показывать, ну, газ поставить. Вот, в принципе, ну, к электрику заехать, сделать что такое, чтобы дальний показывал мне на приборке. Потому что еду, я, ну, как бы, я понимаю, что, ну, плюс у меня, ну, вспышки тоже стоят, как бы, слишком яркий свет. Свет нормальный, в принципе, как бы, если диодные лампы поставить, с головой хватает, дальний, ну, бьет очень далеко, как бы. Я даже смотрел там стандартный дальний свет на Патриоте. Я просто полчаса смотрел, как тип там замеряет, короче, расстояние, короче, насколько он, ну, далеко бьет свет. Вот, стандартный свет на УАЗике 130 метров бьет. 130 метров. Это, ну, нормально, я так скажу. Плюс разница еще в том, что между механикой и вот автоматом, получается, вот уже новые УАЗики пошли, у них сзади, получается, уже рессоры не на 3 лопастях, а на 2, как-то так называется, на 2 рессорах, что-то такое. Вот. И фишка в том, что я еду по дороге, как бы, и замечаю, что видно стандартный УАЗик, там, колес, ну, диски, как бы, я знаю, что, чем они отличаются. Отличается решетка радиатора. Как визуально отличить? И диски это 100%. Вот, если решетка радиатора, ну, если, конечно, сам человек не поменял с завода такой стоковый УАЗик, вот, если, ну, черный матовый, ну, не матовый, он глянцевый черный, вот, значит, он, ну, на автомате. Вот, это я сколько замечал уже, и на Авито тоже там просмотрел. Кстати, на Авито, вот, когда вчера только смотрел, почему-то что-то какое-то много появилось УАЗиков на автомате, люди продают просто там 7 тысяч, 3 500, там 5 тысяч, короче, продаю, там уже некоторые сделаны, там шумовибро, что-то, короче, вот, скидывают. Ну, не знаю почему, как бы, вот, может быть, вот, не готовы, как бы, мириться с вот этой вот всей мелкой суетой, скрипами, мрипами, вот, как-то так. И, в принципе, как бы, это, ну, в принципе, да, ну, наша машина, это ты покупаешь и доводишь до ума, как бы, вот, во всех вот этих мелочах, тонкостях, вот, поэтому делаешь под себя, в принципе, как бы, ну, все, ну, конечно, да, вот, все, пластики, вот эти вот, какие-то хруст, вот еще, кстати, вот эта вот штука, когда открывается, вот, какой-то хруст непонятный, ну, бардачок, вот. Вот, когда бардачок открываешь, постоянно какой-то хруст, непонятно вообще. Он то бывает, то не бывает, но в основной части он бывает. Вот, такой хрустящая машина, как кириешка. Ладно, ребят, в принципе, я рассказал вам, что хотел, как бы, ну, это только чисто мое сугубо личное мнение. Вот, я считаю, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, переживания, ощущения. Вот, всем огромное спасибо. Благодарен, кто на меня подписался.
Вот, ну, сейчас я уже набрал уже 4200 там, короче, просмотров, короче, уже 4200 минут. Вот, как бы есть коротенькие там ролики там с машинами, там, ну, это мои личные, мне нравятся, как бы, черные машины, вот, черные и белые машины. Это я накидываю там, как бы, ну, кусочки, которые я нахожу, мне они очень нравятся, вот, как бы, ничего, как бы, не агитирую смотреть, как бы, не всем нравится, кто-то заходит по интересам, канал сейчас сделал «Жизнь Оскара», как бы, будут моменты, как бы, но я буду писать, конечно, если это обзор на УАЗик, допустим, там, вообще планирую в дальнейшем, как бы, заниматься обзорами машин, мне очень нравится, недавно был на тест-драйве крузака 200-ки, вообще, ну, там, конечно, не УАЗик, ни хрена, ни хрена не УАЗик, там совсем другой уровень, ну, дай бог, получится, я там где-то как-то. Есть машины еще, как бы, но они не салона, там тоже, как бы, там, спортаж, не спортаж, как бы. Можно там посидеть, подрассказать, за что, как, допустим, вот. Но это тоже плюс, как бы, нужен человек, который будет это все рассказывать. Ну, не рассказывать, а снимать, вернее, мне это, я уже время позднее, как бы, начинаю уже заговариваться. Я сам расскажу, в принципе, вот. Ну, я машинами давно увлекаюсь. Вот, и мне эта тематика нравится, как бы, хорошо бы смонтировать, ну, там дальше будет уже монтаж нормальный, уже будет нарезки, как бы, вот, а сейчас так, в режиме лайв, вот, поэтому канал, он не будет, как бы, такого, там, формата, что там, все там, лабуду какую-то, если что-то снимать, там, конкретно в названии будет название чего конкретно, ну, машины это в любом случае здесь будут, вот, не знаю, посмотрю, может быть, там, как бы, там, в принципе, как бы Миланта, понятно, непонятно, как бы название. Миланта вообще это черный цветок. Вот, это название группы, он в Инстаграме у меня группы есть, White Cars, Миланта тоже. Вот, черные машины, чисто нарезки, видосики. Вот, поэтому реально благодарен, что смотрите, что проявляете интерес. Вот, приятно, конечно. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайк, будем продвигаться, у кого УАЗики. Вот. У кого, кто хочет УАЗик, у кого был УАЗик, тоже все равно в любом случае нас УАЗик, как бы так сказать, объединяет в одно общее сообщество, такое, как бы, там, любители, кому нравится, оффроуд тоже, как бы. Насчет резины, конечно, думал, вот, поставить АТ-шную резину, но говорят, что она по дороге немного, ну, плывет, не так, ну, не как шоссейка себя чувствует, вот, а у меня основная часть это дороги. Ну, бездорожье такое относительное, конечно. У меня 80/20 где-то, 20 бездорожье, 80 это шоссе, ну, шоссе, трасса такое. Вот. Поэтому поделился с вами. Так что, кто с Уфы, тоже подписывайтесь, плюсуйте, ставьте лайки. Вот. Поэтому будем двигаться. Вот. Вообще планирую сделать какое-то движение, то есть, ну, обзоры, нормальные обзоры, не купленные, никем не проплаченные, вот, личное мнение, конечно, потому что много смотрю каналов, не буду говорить каких, смотрю, потому что вначале смотришь, такой, о, ништяк, там, тип рассказы, там, красавчик, туда-сюда, потом смотришь, там, о, ставьте туда-сюда, делайте ставки, там, то-то, потом еще кто-то, что-то, потом купите аксессуары, не аксессуары, ну, смотришь, понимаешь, да, ты там, не знаю, и да, делай этот обзор там реально, если ты сам вот себе купил, знаешь, там, без ссылок, без ничего, просто, ну, поделись, да, с человеком, расскажи, там, вот это вот нормальная штука, там, ну, советую, рекомендую, а не вот так, что вот, это там ссылочка в описании, туда-сюда, короче, вот. Ну, наигранно это все видно, что человек, я считаю, должен рассказать то, что ему в кайф, ну, действительно от души, и ну, это, ну, я считаю, это залог. Как бы. В настоящее время, как бы, эта реклама, рынок перенасыщен. Как бы. Ну, самое главное, что... А вот настоящего, как бы, на самом деле, этого маловато. Вот, поэтому я, как бы, назвал «Жизнь Оскара». Не знаю, может быть, какое-то другое название сделать. Если тоже есть какое-то мнение, тоже можете поставить, как бы, порекомендовать. Как бы, ну, меня Оскар зовут, поэтому нужно как-то сделать, не знаю, оригинально, что ли, там, как бы, там, разные приколы можно вкручивать, там. Вот, ну, люблю пошутить, поюморить. Не знаю, какого формата сделать. Еще как бы, ну, на раздумьях. Вот. Либо это просто «Жизнь Оскара» и вкручивать сюда ролики там про машины, про УАЗики, там про другие внедорожники, может, просто. Вот. Ну, либо лайв-канал как-то сделать, если интересно, там, вообще за жизнь, за психологию люблю подрассказать, вот, поделиться мнением, мыслями. Вот. Не знаю, как тут лайв, когда можно делать, я не знаю, просто не в курсе, как тут, ну, как бы я бы, ну, даже если я сделал лайв сейчас, как бы у меня там 30
человек подписаны, как бы, ну, я зайду, а они не в сети, общаться не с кем. А так, если наберем количество подписчиков, нормально, все сядем, будем трещать. Я немножко подучу вот эту всю движуху, чтобы как бы там с кого-то там сесть, там переговорить. У нас будет суета такая, что там в Уфе, не важно, там будет пробеги, там круче, чем Давидыч, будем пробеги делать. По всей суете, короче, по всем странам СНГ, не СНГ, как они везде говорят. Отправляем по России и странам СНГ вообще. Никогда в жизни, наверное, никто никуда не отправлял, кроме там, не знаю, там Иркутска, там максимум. Вот, так что, ребят, ладно, всем хорошего настроения, подписывайтесь, пишите свои мнения, комментарии, согласны вы, не согласны. Вот, почитаю, отвечу всем обязательно. Вот. Поэтому, в принципе, если какой-то есть дополнительно там какие-то вопросы, я запишу вам, тоже расскажу. Поэтому, вот, ну, попросил человек, который смотрит меня, вот, я, соответственно, записал, так сказать, даже больше, чем первый ролик. Вот. Ну, я хочу рассказать, почему не поделиться, потому что как бы, у меня есть как бы мнение, вот, УАЗик он здесь, про него рассказать. Вот, потому что на самом деле, когда я машину покупал, вот так вот, чтобы сел человек, такого не было, чтобы он сел вот так вот и рассказал. И ты, ну, как бы все вот моменты, нюансы, где ты мог бы спросить. Вот, я смотрел обзоры, все там наваливают, там по бездорожью, там сравнения, такого вот. А чтобы реально вот, чтобы такие вот тонкости какие-то рассказать, никто не рассказывает косяки, все рассказывают преимущества. Вот. Я рассказываю косяки не с той целью, чтобы его там захейтить, там поругать. Нет, я люблю эту машину, мне нравится, это моя машина. Мужчина никогда не должен жаловаться на 3 вещи. Это машина, работа и женщина. Потому что все 3 вещи мужчина этот выбирает сам. Поэтому, ребята, давайте, всех поднял, обнял. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем салам.